Ну, вы рассказали уже про историю данного самолета, да. Ребята, всем привет! Вы на канале Даша Техник. И сегодня я нахожусь в музее Вадима Задорожного, и благодаря его сотруднику Евгению Лебедеву вы узнаете историю этого самолета, а также его уникальные технические особенности. Итак, поехали. Мы поговорим о самолете Як-9, и нам поможет разобраться в некоторых вопросах и технических, и также исторических сотрудник музея Вадима Задорожного Евгений Лебедев. Давайте я немножко скажу историческую справку про эту машину. Перед вами, за мной находится Як-9, номер 01-153-17. Это 17-й выпущенный экземпляр из 16 тысяч построенных Як-9. Выпущен он осенью 1942 года в Новосибирске на заводе имени Чкалова. Машина предназначалась для героя Советского Союза Ивана Ивановича Клещева, но он не успел получить эту машину, погиб в авиакатастрофе в декабре 1942 года. Машина осталась в ОКБ Яковлева, где ее доводили специально для него по просьбе Василия Сталина. И в дальнейшем проходила программу испытаний в ОКБ и осталась там после войны и стала одним из первых экспонатов музея ОКБ Яковлева, который находится у нас на хранении в нашем музее. Вы уже мне рассказали про историю этого конкретного самолета. А можно такой вопрос, как вы ухаживаете за этим самолетом в условиях музея? Как ухаживаем? Но это достаточно длительный процесс. Конечно же, такие машины стараемся по минимуму трогать, но всегда есть какие-то моменты, которые нужно решить. Где-то там произошел скол краски, где-то лопнул кусочек фанеры, обшивки. И здесь в каждом конкретном случае собирается совещание реставраторов, деревянщиков, специалистов-механиков, которые принимают какое-то решение, утверждают технологию, и по этой технологии проводится ремонт самолета. Естественно, ежедневно самолеты протираются, ежемесячно немножко продуваются, и раз в год мы снимаем с них все капоты, естественно, в тот день, когда нет посетителей, и наводим порядок внутри. Понятно. Известно ли вам, как летчики оценивали данный самолет, и сравнивая, например, с другими истребителями того периода? Як-9 считался у летчиков очень интересным и сильным самолетом. Прежде всего, интересна оценка, наверное, противоборствующей стороны немцев. Есть хорошее интервью Герхарда Баркхарна, аса номер 2 Люфтваффе, в котором он признавал, что Як-9 был одним из самых сильных истребителей в мире, с которым ему приходилось воевать. Можно еще вспомнить, что Як-9 был самым интересным самолетом по количеству модификаций. То есть на базе вот этой машины, 17-й, выпущенной в дальнейшем, были разработаны Як-9Б, Як-9Д, ДД, Як-9Т, Як-9К, Як-9В, Як-9ПД, ну и дальнейшие уже послевоенные, конца войны, Як-9У, П и так далее. Понятно. То есть эта машина служила таким базисом для развития истребителей Яковлева, да. Да, это основной наш истребитель времен войны, появившись в 1942 году осенью. Первые машины вышли с конвейера Новосибирска где-то в конце сентября, в начале октября 1942 года. Боевой путь эти машины завершили в Корее в 1953-м. Да, то есть это такая получилась очень удачная конструкция, да, которая служила... Машины, если честно говорить, машина имела огромное количество плюсов, но и определенные недостатки, так как разрабатывалась в годы войны. То есть не было задачи, например, обеспечить ее длительный срок службы. Поэтому в среднем деревянные Як-9 жили максимум 1,5-2 года. Дальше их списывали. Уже после войны, когда появились цельнометаллические машины, да, они прожили несколько дольше, но уже шли реактивные машины. Понятно, их смещала другая авиация, другая эпоха, да. Но они активно поставлялись за рубеж Як-9. Можно вспомнить, что и Нормандия Неман имела пару Як-9, и после войны войско польское получило, и венгры получили, Болгария получила эти самолеты, Корея, Китай получили Як-9. То есть и практически везде в этих странах можно увидеть Як-9, но уже, конечно, после военного выпуска.
Сохранившихся Як-9 в мире достаточно много, но в основном это все машины модификации Як-9У, Як-9П. Это вот подмосковная Монина машина, там послевоенного, собственно говоря, выпуска. Это США, где две машины имеются сейчас, Як-9 поздних моделей. Это музеи Восточной Европы, Польша, Венгрия, Болгария, это Северная Корея, это Китай. Вот, то есть, да, везде эти машины есть, но более поздних моделей. То есть реально вот таких ранних Як-9 уже нет. Особенно воевавших. Особенно воевавших. Сейчас, конечно, есть попытки, поднимается достаточно много деталей, узлов от сбитых машин из болот, из рек, из озер. И из них пытаются сделать макеты, но, конечно, уже получается немножко с вольными отступлениями от того, что было на самом деле. Еще вопрос, как происходило обслуживание данного самолета в условиях полевого аэродрома и в условиях военных действий? Обслуживание наших самолетов в годы войны, всех, независимо, Як это, Лак, там, Лавочкин, Петляков, Ильюшин, полевой аэродром, максимум небольшой капонир, чаще всего открытая стоянка, маск-сети, ветки, все под открытым небом. Исключение составляли полевые авиаремонтные мастерские. Обслуживание шло круглосуточно. Техники в среднем, по многим данным, в нашем музее достаточно много бывало ветеранов, летчиков, которые летали, техников, которые обслуживали эти машины. Во время серьезных наступательных операций техник в среднем мог поспать 2-3 часа, потому что он возвращал в строй поврежденные самолеты. Были отдельные бригады, которые выезжали и собирали во многих частях подбитые машины по полям, привозили их в полевые авиаремонтные мастерские, в дивизионные авиаремонтные мастерские, и где проводилось уже восстановление машин. Як имел как плюсы продуманная система капотировки, удобный доступ к большинству агрегатов, так и минус. Неразъемное крыло при повреждении одной плоскости приходилось менять все целиком, что достаточно усложняло обслуживание. Да, отдельно можно дополнить то, что, например, в Як-9 их выпускали два завода – Омск и Новосибирск. Первым, конечно, был Новосибирск. Детали от одного завода могли не подходить к самолетам другого завода. То есть это тоже наследовало. Да, у каждого свои доработки. Вот. И, в принципе, обслуживание не останавливалось никогда. Яки были самыми массовыми. Можно вспомнить статистику, что каждый третий истребитель ВВС Красной Армии в годы войны это был истребитель Яковлева. И большинство из них были именно Як-9. Да, то есть техники были обучены? Да. Обучены, тем более, что в мастерских обычно служили люди не самые молодые, не мальчишки, а мужики, умевшие работать руками, девочки-оружейницы, девочки, работавшие с радиооборудованием, и не только девочки, конечно же. Вот. И все это не останавливалось ни на минуту. Интересная тема про девушек-пилотов. Сколько их было сколько в процентном, наверное, соотношении относительно мужчин? Девушек-пилотов на истребителях было очень немного. По факту изначально создавался один полк, но в дальнейшем они разошлись по частям. Вот можно вспомнить Лидию Литвяк на Як-1Б, можно вспомнить некоторых других девочек, которые летали на истребителях. Но массовой эта система не стала, потому что, к сожалению, много проблем с этим возникло, и проживание в фронтовых условиях, в землянках. Причем обычно там землянка отдельно у техников, отдельно у летчиков, и все спали в повалку. Например, есть хорошие воспоминания летчика-штурмовика Георгия Тимофеевича Берегового, будущего космонавта. Говорит, мы делали нары, на которые ложились летчики вплотную друг к другу, и командир подразделения на вылет отбирал спящих по сапогам, просто пиная и поднимая их со сна. Да, в таких условиях, да. Вот. Было сложнее. Было сложнее, практически не было девушек-штурмовиков, илы были достаточно тяжелые управления. Был широко известный полк 46-й ночной бомбардировочный «Ночные ведьмы». Да. У нас огромное количество в музее материалов по ним есть, и личные вещи, и многие другие артефакты той эпохи. Вот мы... Спасибо. Интересно. Самый такой интересный вопрос. Главное отличие Яков от тех же МиГов и Лавочкина. Як имел свою концепцию. Это
практически развитие спортивных машин. Если мы вспомним, до войны Александр Сергеевич Яковлев занимался спортивной авиацией. И первый его истребитель Як-1 во многом это было развитие спортивных его предыдущих самолетов. В дальнейшем появился Як-7 на базе учебной машины Як-1В. И на его базе уже был сделан Як-9. То есть машина была легкой в пилотировании, достаточно прощавшей многие ошибки, маневренной, достаточно скоростной. Но при этом она была легкой и скажем так, не допускала серьезного превышения перегрузок, потому что конструкции все было подчинено облегчению. Но это все наши конструкторы через это прошли, потому что двигатель у нас под водяное охлаждение до 1944 года был один, М105. Ничего другого у нас не было. То есть подстраивались под текущий Под двигатель, да. Но при этом, опять же, увеличить сильно огневую мощь удалось, поставив 37-миллиметровую пушку, а в некоторых вариантах и 45-миллиметровую пушку в развал блока цилиндров. Удалось, Як-9, кстати, стал первым самолетом, на который не вешались снаружи реактивные снаряды и снаружи не было бомбодержателей для того, чтобы максимально поднять летные данные. Облегчить. Да, опять же, был вариант Як-9ДД, дальний дистанционный, который из нашей страны мог улететь в Италию, и базировалась целая эскадрилья наших Як-9, которые на американском причем аэродроме, которые сопровождали и прикрывали самолеты, снабжавшие продовольствием, боеприпасами партизан в Югославии Иосипа Броз Тита. Даже так, да. Да, там практически весь самолет превращался в топливный бак. Да, я догадываюсь, да. Так что большое вам спасибо, что предоставили такую возможность сфотографировать, обснять самолет и также поделились очень ценными своими знаниями о данном. Вам спасибо. Мы всегда рады вас видеть в нашем музее техники Вадима Задорожного. У нас много интересной техники, так что приезжайте, будем рады вас видеть. Хорошо, спасибо.